На свадьбе в одном тихом прибрежном городке все было идеально. Белоснежные арки, свечи, скрипка, невеста в платье, которое словно сошло со страниц модного журнала. Гости улыбались, поднимали бокалы, фотографы щелкали затворами камер. Джейсон выглядел счастливым, держа за руку свою новоиспеченную жену, Сару. Но никто не знал, что в толпе была она, Клэр. Клэр сидела спокойно, почти незаметно. Тонкое черное платье выделяло ее на фоне постельных нарядов остальных. Ее пригласили из вежливости, старая история, будто бы дружеское расставание, будто бы все позади. Но это была ложь не для нее. Когда подошло время музыкального номера, ведущий объявил особый подарок от близкой подруги жениха, Клэр. В зале повисла легкая тишина. Джейсон побледнел. Сара с любопытством повернулась к сцене. Клэр вышла к микрофону, без улыбки, без лишних движений, и запела. Это была не просто песня, это была исповедь. Медленно, точно, проникая в каждое сердце в зале, она выворачивала наружу все. Измены, которые Джейсон тщательно скрывал, ложь, которой он кормил всех вокруг, отношения, которые длились параллельно с его идеальной жизнью. Клэр пела о себе, о той, кого он держал в тени, о том, как обещал вернуться, о том, как за месяц до свадьбы все еще звал ее к себе по ночам, и как за неделю до церемонии он все еще не мог определиться, кого любит. Музыка была нежной, голос ровным, но смысл песни разрывал каждую фразу, как нож. Люди в зале сначала не понимали, затем смотрели на Джейсона, затем на Сару, потом снова на Клэр. Когда последняя нота отзвучала, Клэр поклонилась и ушла. Без слез, без слов. Она знала, что сказала все. Праздник закончился мгновенно. Сара, не говоря ни слова, бросила букет на пол и вышла. Гости покинули зал с лицами, полными неловкости и шока. Джейсон стоял посреди пустующего зала, как ребенок среди руин собственного дома. Он больше не был женат и больше не был любим. Слухи распространились моментально. Его репутация, карьера, круг общения – все начало рушиться. Песня Клэр, записанная кем-то на телефон, стала вирусной. Люди обсуждали ее как акт искусства, как месть, как правду, которую не спрячешь за дорогими костюмами и улыбками. А Клэр исчезла. Больше никто ее не видел в этом городе. Но в каждом кафе, где играла та песня, в каждом видео с миллионами просмотров, в каждом вздохе разбитого сердца она была. И ее голос продолжал звучать, разрушая не только жизнь Джейсона, но и иллюзию, что можно безнаказанно предавать тех, кто любил по-настоящему. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.